Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу свою небольшую коллекцию ЗИЛов 130-го семейства от костромских брендов Автоистория и StartScale Models. Тут будут показаны только готовые собранные масштабные копии. Также помимо этих моделей у меня есть несобранные наборы АВД Models, некоторые грузовики ручной работы, и на остальные грузовики отдельные детальные видеоролики вы можете найти на моем канале. Их скопилось уже довольно приличное количество. И по вашим просьбам показываю все грузовики в одном видеоролике, и вы можете написать в комментариях, какой из показанных грузовиков вам понравился больше всего. Эти модели я покупал в разное время, и также я вам бонусом покажу старую модель от Ultra Models. Это классический бортовой грузовой автомобиль, и тут довольно симпатичный синий цвет кабины и кузова, но эта модель в плане проработки уступает аналогу от Автоистории. Хотя у этой модели тоже есть свои плюсы. И мне очень понравились покрышки на этом грузовике, и такую резину больше никто не изготавливает. Конечно, светотехника упрощена, также довольно примитивно сделаны зеркала заднего вида и очень просто сделана ходовая часть. Но эту масштабную копию я решил оставить для истории, просто чтобы вспоминать, какие модели были на рынке около 10 лет назад. И следующий довольно простой грузовик — это еще один 130-й ЗИЛ в северном варианте окраски. И это у меня тестовая платформа. Тут я окрасил внутренности кабины и обшивку с панелью приборов. У меня это, по легенде, не северный вариант, а просто перекрашенный синий грузовик, который прошел капремонт. И также я тут установил газобаллонное оборудование. Видеоролик о том, как делать эту деталь, вы можете найти на моем канале. Также поставил зеркала из фототравления от мастерской Петроград. Единственное, не установил стеклоочистители, потому что у меня закончились наборы, а в продаже в тех местах, где я обычно покупаю модели, нету щеточек. И если они появятся, я приобрету их в коллекцию и уже тогда поставлю на этот грузовик. Также на этой модели я поставил другую светотехнику. И это фары от ГАЗ-69 из журнальной серии «Автомобиль на службе». Они чуть крупнее, чем зиловские фары, но визуально мне они нравятся больше. И повторюсь, это такой колхозный вариант, который у меня больше для экспериментов. И тут я демонтировал запасное колесо, хотел поставить дополнительный газовый баллон, но пока что до этого не дошли руки. И вот так выглядит у этой модели нижняя часть. Еще один ЗИЛ-130. Пожарная автоцистерна. И у меня в коллекции есть еще один ЗИЛ-130 от StartScale Models, но я не помню, в какую коробку положил ту модель, поэтому в сегодняшнем видеоролике показывать ее, соответственно, не буду. И у этого грузовика очень странный цвет. Он больше похож на розовый, нежели на красный. Возможно, на видеокамеру не будет передан точный оттенок, но эта модель сильно ярче, чем, например, ЗИЛ-131. И вот так у этой модели выглядит нижняя часть. Тут окрасили выхлопную трубу, плашку двигателя и другие элементы. И на этой модели я поставил улучшенные покрышки из набора АВД дополнения. Одно время на этой модели стояла харьковская резина, но я ее поставил на другой ЗИЛ, а на этот поставил из набора. И очень хорошие наборы, жаль, что их сейчас нету в открытой продаже. Я бы купил еще несколько комплектов, потому что 130-х ЗИЛов тоже довольно много. И следующая масштабная копия — это 131-й полноприводный ЗИЛ, тоже пожарная машина. У нас таких автомобилей было достаточно много, и некоторые сохранились до сегодняшних дней. Я даже пару автомобилей видел в открытой продаже, и, например, такой грузовик на полном ходу у нас продавали за 3000 евро. Вполне адекватная цена за уникальную технику. Тут вполне хорошее качество сборки, аналогичный 131 ЗИЛ в пожарном исполнении был у Иликон. Я тоже показывал вам старые модели, но это современное изделие выглядит намного лучше. И интересно, выпустит ли когда-нибудь Deep Models похожий грузовик. У них уже по большому счету есть кабина от 131 модели, но маловероятно они сделают сдвоенную кабину, потому что это довольно дорогая форма, и у Дипа очень маленькие тиражи. Я думаю, такое производство станет им в копеечку. Но, тем не менее, такая модель тоже есть у меня.
И эти ЗИЛы у Костромы предлагались в нескольких вариантах окраски. Были машины с логотипами на дверях, также был автомобиль для разгона демонстрантов и была импортная пожарная машина, которая шла в коробочке Premium Classics, у нее были другие надписи. А я в коллекцию взял чистый вариант, и это не самый первый выпуск, а уже переиздание. У самой первой модели, по-моему, были черные колесные диски и белые кантики на ободах. Следующая модель — это ЗИЛ-130Г. По большому счету обычный 130, только с удлиненным шасси. Вполне хорошая масштабная копия. Я ее приобрел с небольшой скидкой. И у ССМ такой ЗИЛ еще был с синей кабиной и белой облицовкой. Но мне больше понравился классический темно-зеленый цвет хаки. Тоже симпатичная модель, уже говорил, у Костромы вполне удачная кабина 130-го ЗИЛа. Есть некоторые нюансы, но на мой взгляд эта кабина не намного хуже, чем у более дорогостоящего Дипа. Тоже поставил улучшенные покрышки из набора АВД дополнения. Других доработок не делал, и на этот грузовик я планирую установить регистрационные номерные знаки. Я заказал пару комплектов от Микродизайн, и у них объемные номера из фотоотравления. И когда я установлю их на эту масштабную копию, я тоже сделаю детальный видеообзор. Следующий грузовичок — это автоцистерна для перевозки топлива в схеме окраски МЧС. Тоже довольно симпатичная масштабная копия, и у ССМ такой ЗИЛ был как в классическом темно-зеленом цвете с оранжевой цистерной, так и был пожарный вариант. Эта модель дублировалась в более бюджетном исполнении от Автоистории, и также модель продавалась в наборах для самостоятельной сборки. И тут интересно то, что внутренности кабины окрашены в темно-зеленый цвет, а сверху кабина белого цвета. Тоже вполне аккуратная и симпатичная масштабная копия. Правда, почему-то на моем экземпляре передняя балка сильно смещена назад. И если вы посмотрите, колесо стоит не ровно по центру колесной арки, а упирается в заднюю стенку. Пытался подправить этот момент, но ничего хорошего без сильной переработки рамы тут не получится, поэтому оставил в таком виде. И следующая масштабная копия — это самосвал ММЗ. Тоже очень хороший грузовик. И у этой модели необычный темно-зеленый болотный цвет. И сложно сказать, красили ли настоящие грузовики в такую схему окраски, но машина смотрится эффектно. И такой ЗИЛ также у Костромы предлагался в другой схеме окраски. Были самосвалы с разными типами кузовов. И у меня в коллекции только грузовичок с квадратным кузовом, а с полукруглым я как-то не взял в свою коллекцию, потому что у меня была старая модель электроприбора. Но я думаю, как-нибудь потом при случае докуплю и аналог от ССМ. Тут я поставил харьковские покрышки, других доработок на этом варианте не делал. И мне понравилось то, что у этого грузовика на дверках есть логотипы предприятия. И у этой масштабной копии поднимается кузов, откидывается задний борт, и кузов металлический, а рама у грузовика пластиковая. И интересно, у всех 130-х ЗИЛов от Костромы пластиковая рама. Огромные тиражи, и я думаю, можно было сделать и более прочную раму из металла, но почему-то они пошли по принципу удешевления производства. И следующая масштабная копия — это сидельный тягач с полуприцепом ADAS для перевозки старых телевизоров. Эту модель я взял на распродаже. Сначала думал, стоило ли брать ее в свою коллекцию, потом решился на приобретение. Очень симпатичный грузовик, нехарактерная окраска кабины. И я видел, многие люди, которые приобрели такую модель, меняли решетку радиатора на ранний тип и на кабину ставили треугольничек, знак автопоезда, но свою модель я решил оставить в первозданном виде. И тут я поставил тоже харьковские покрышки, больше доработок на этом грузовике не делал, и эта модель идет с комплектом номерных знаков, которые при желании тоже можно наклеить на бампера и на заднюю часть полуприцепа.
Очень легкая модель, потому что тут только металлическая кабина у грузовика, рама сидельного тягача из пластика и прицеп полностью сделан из пластика. Давайте эту модель поставим на стол и покажу вам следующий грузовик. Это классический ЗИЛ-130, только машина в варианте окраски Национальной народной армии ГДР. И также тут на дверках есть логотипы. И в Европе эта модель продается в коробочках Premium Classics, но по большому счету это просто перепаковка продукции ССМ. Также у этой модели черной глянцевой краской окрашены колесные диски, топливный бак, рама, и машина смотрится очень необычно, и у нее не характерный для советской техники темно-зеленый цвет. И я перебирал свои зеленые грузовики, и второго такого автомобиля в такой схеме окраски я не нашел. Откуда они нашли такое лакокрасочное покрытие, тоже для меня остается загадкой. Но схема окраски вполне реальна для импортной военной техники. И у этого грузовика окрашены сиденья и панель приборов. И следующая модель — это ЗИЛ-133ГЯ в пожарном исполнении. Тоже очень симпатичная масштабная копия. Кабина из металла, надстройка и рама сделаны из пластика, и из-за этого модель практически ничего не весит. И получается такая ситуация: вы берете машину в руку, ожидаете, что она будет тяжелая, а тут получается просто пушинка. И у этой модели я тоже поставил харьковские покрышки. Грузовик аккуратно собран и окрашен. И как в предыдущем случае, у этой пожарной машины тоже нет каких-либо логотипов на дверках. Специально брал чистые варианты, чтобы при желании можно было самостоятельно наклеить различные декали. Например, автомобили, которые работали в моей стране. А если вы купите машину уже разрисованную, то будет сложнее стереть надписи и наклеить что-то другое. И последний грузовик, который я хочу вам показать, это автокран КС-3575А, тоже на шасси ЗИЛ-133ГЯ. Вполне симпатичная масштабная копия, хотя у меня очень много вопросов, почему функциональную надстройку залили клеем и она не двигается без серьезных доработок. Вклеены троса, также вклеена стрела. И чтобы сделать это все рабочим, нужно лезвием разрезать модель, все чистить, заново собирать и склеивать. И, конечно, скорее всего, повредится лакокрасочное покрытие. Поэтому свой грузовик я оставил в таком первозданном виде, только поставил улучшенные покрышки. И такой ЗИЛ также выходил в классической схеме окраски с желтой крановой установкой и кабиной голубого цвета. Но мне понравился зеленый вариант, и у меня также есть несобранная модель из набора AVD Models. И, кстати, наборы сейчас пользуются довольно большим спросом, и их сложно найти в продаже по рекомендованной розничной цене. Вот такая небольшая коллекция семейства 130-х ЗИЛов. Не забывайте поддержать это видео лайком. Если оно вам понравилось, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются различные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!